Дитя мое, мне грустно не из-за тебя, а из-за тьмы, которая окружила тебя, словно холодный, безмолвный шторм. Я плачу не потому, что ты потерпел неудачу. Я плачу, потому что другие пытались заставить тебя поверить в это. Я скорблю не потому, что ты слаб. Я скорблю, потому что те, кому ты доверял, использовали твою силу против тебя. Они увидели в твоей доброте слабость. Они приняли твое милосердие за молчание. И теперь они верят, что я не наблюдал. Но я наблюдал. Я всегда наблюдал. Ты думал, что я отсутствовал, потому что я молчал. Ты думал, что я забыл тебя, потому что ночи становились длиннее, а твои слезы пачкали подушку, а ответа не было. Но я скажу тебе вот что: я не отсутствовал, я хранил твои крики. Я собирал твои молитвы. Я готовил твои чуда. И сегодня вечером я войду в твой дом с силой, с властью, с огнем. Ни искры, ни шепота. Сила. Ты ждал. Ты терпел. Ты истекал кровью в тишине. Но время жатвы приближается, и я не позволю врагу украсть твое наследованище на один момент дольше. Грядет потрясение. Священное возмущение. Божественное прерывание порочного цикла, который пытался задушить вашу судьбу. И слушайте внимательно, потому что я говорю это с дрожащей яростью в моем голосе. Я больше не могу терпеть оскорбления, ложь, манипуляции, которые окружили вас как цепи. Я не позволю им издеваться над вашей молитвенной жизнью. Я не позволю им истощать ваши финансы. Я не позволю им превратить вашу щедрость в чувство вины. Я удерживал свою руку, ожидая их покаяния. Я стучался в двери их сердец. Но они отвергли меня. Они ожесточились в гордыне, скрывая зло за обаянием, обманом и ложным светом. Теперь они увидят мою справедливость в действии. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Если вы думали, что я закончил с вами, подумайте еще раз. Если вы думали, что уже слишком поздно, послушайте еще раз. Если вы думали, что дверь закрылась навсегда, я говорю вам, ключ сегодня вечером в твоих руках. Да, сегодня вечером. Не воспринимайте это сообщение легкомысленно. Это божественное назначение. Вы здесь не случайно. Вы смотрите не по совпадению. Это не очередное вдохновляющее слово. Это духовная спасательная миссия. Я послал это слово как твой путь к спасению, твое доказательство того, что я не забыл. Мое дитя, твой прорыв ближе, чем твое дыхание. Но мне нужно, чтобы ты остался со мной. Оставайся на протяжении всего этого сообщения. Потому что перед концом я открою то, что было скрыто от тебя. Освященная тайна. А ключ которой открывает дверь, которая, как вы думали, больше никогда не откроется. Позвольте мне спросить вас об этом. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша вера была наказана? Как будто чем больше вы молились, тем труднее становилась жизнь? Это не ваше воображение. Это духовная война. И я собираюсь сломать это. Сегодня вечером все изменится. Но только если вы готовы идти со мной до самого последнего момента этого сообщения. Потому что я не просто утешу вас. Я не просто поддержу вас. И вооружить вас. Я дам вам слова молитва, власть стоять там, где тебя сбили. Ты не просто собираешься получить мир, ты собираешься получить власть. Потому что битва, в которой ты участвовал, она никогда не была о тебе. Она была твоим судьба, твой семя, твой благословение, твой богатство, твой завет. Враг боялся того, что ты несешь, и еще до того,
как ты осознавал, что это внутри тебя. Так что слушай меня, дитя. Ты не еще одна жертва. Ты судно. И этот сосуд вот-вот переполнится. Но вы должны оставаться. До конца. Вы должны услышать каждое слово, которое я отложил для вас. Потому что половинчатое понимание не избавит вас от полной тьмы. Я открою откровение до того, как это сообщение закончится. Божественный момент, который изменит ваш дом, ваши финансы, ваш разум, вашу семью. Но вы не должны отворачиваться. Вы должны смотреть. Вы должны слушать. Вы должны получать. Останешься ли ты со мной до конца? Потому что правосудие Божие уже в пути. Дитя мое, мне нужно, чтобы ты понял это глубоко, не только умом, но и душой. Сердце, все изменится. Эта ночь не похожа ни на одну другую. Этот момент не повторится. Это не просто еще одно слово надежды. Это поворотный момент, божественный перекресток. То, что вы сделаете с этим моментом, отметит ваше завтра. То, что вы позволите мне исцелить сегодня вечером, больше не будет контролировать ваше будущее. Я не говорю в вашу жизнь, чтобы вдохновить вас. Я вмешиваюсь, чтобы трансформировать тебя. То, что ты выстрадал, то, о чем ты плакал, то, что ты потерял, все это не напрасно. Каждая слеза была увидена. Каждый шепот боли, каждый тихий стон во тьме, каждый раз, когда ты чувствовал себя забытым, я слышал это. И собрал его. И я, Господь Бог твой, не просто наблюдаю, я отвечу. Я хочу сказать кое-что, что мало кто понимает. Бедность – это не только деньги. Это дух, который сокрушает надежду. Он крадет радость. Он окутывает ваши мысли и убеждает вас, что все будет так всегда. Он говорит через разочарование. Он растет через промедление. Он кричит через неудачу и отзывается эхом в тишине. Дитя мое, этот голос не мой. Это тьма, это отчаяние, это цикл едва выживающих. Это никогда не было моим замыслом для вас. Вы не были созданы, чтобы кое-как сводить концы с концами. Вы не были сформированы в утробе матери, чтобы жить в страхе перед завтрашним днем. Вы не были рождены, чтобы просить объедки, когда вы наследник моего царства. Вы приняли выносливость за идентичность. Вам говорили, что ваша борьба нормальна. Что страдать, не иметь ничего, оставаться тихим в своей нужде – это духовно. Но я говорю вам, это не твоя доля. Ты мой возлюбленный. Мое творение. Мое дыхание в твоих легких. Мой дух покоится на твоей жизни. Мой завет принадлежит тебе. Да, ты. Даже если вы согрешили. Даже если вы чувствуете себя сломленным. Даже если вы сейчас полны сомнений. Ничто из этого не исключает вас из того, что я собираюсь сделать. Но вот что мне нужно, чтобы вы услышали. Речь идет не только о благословениях, речь идет о трансформации. Видишь ли, я могу влить тебе деньги прямо сейчас, и они исчезнут через неделю, если твой разум не обновится. Я могу дать тебе все отношения, о которых ты молился, но если твое сердце все еще верит, что ты недостоин, ты саботируешь то, что я посылаю. Поэтому я должен исцелить тебя, а не просто вознаградить тебя. Я должен трансформировать тебя, прежде чем я увеличивать тебя. Вот почему это заняло время. Вот почему ответ, казалось, задерживался. Я строил твой фундамент, чтобы тяжесть моего. Благословение не сокрушило твой дух. А сегодня вечером начнется подъем. Вы когда-нибудь чувствовали, что чем больше вы стараетесь, тем больше жизнь отталкивает вас назад?
Как будто каждая попытка продвинуться вперед так или иначе заканчивается путаницей, потерей или даже предательством. Вы были щедры, только чтобы быть использованными. Вы доверяли, только чтобы быть ранеными. Вы работали, только чтобы остаться с пустыми руками. Дитя мое, это не совпадение. Это следы духовной битвы за ваш урожай. Но услышь меня сейчас, я вхожу в твою ситуацию с мечом в руке. Бог справедливости движется. Отец милосердия говорит. Избавитель стучит. Но я не просто освобожу тебя, я восстановлю тебя. Ты так долго сомневался в себе. Ты принял ложь этого мира. Ложь, которая говорила тебе: ты недостаточно хорош, ты всегда будешь нищим, ты никогда не изменишься, ты слишком стар, ты упустил свой шанс. Но сегодня я напомню тебе, кто ты. Ты мое возлюбленное творение. Ты достоин всего доброго, что я обещал. Ты не забыт. Ты не невидим. Ты не проклят. Ты призван. Избран. Покрыт. И слушайте внимательно, это благословение будет видимой. Это правосудие будет неоспоримой. Те самые люди, которые высмеивали вашу веру, увидят, что я делаю. Те, кто сомневался в вашем призвании, не будут иметь иного выбора, кроме как стать свидетелями вашего подъема. Вы поднимаетесь не из-за удачи. Вы поднимаетесь из-за завета. Вы не прорываетесь силой. Вы прорываетесь из-за веры. Я не забыл своего слова. Я не оставил своего обещания. И я не проигнорирую крики моих детей. Моя справедливость может показаться отложенной, но она никогда не будет отвергнута. Я принесу бесчисленные благословения. И да, это включает в себя финансовый прорыв. Это включает в себя открытые двери. Это включает в себя исцеление вашего тела и мир в вашем доме. Но более того, я буду иметь твой внутренний мир. Я покажу тебе, кем ты всегда должен был быть. Я разбужу спящее величие, которое жизнь пыталась похоронить. Я сниму стыд, который никогда не был твоим. Ярлыки, которые навешивают на тебя другие, ушел так потолок, который они над тобой возвели, разбитый, потому что я не просто Бог, который дает, я Бог, который перестраивает. Но теперь я спрашиваю вас, готовы ли вы увидеть себя такими, какими вижу вас я? Готовы ли вы перестать соглашаться с неудачами? Готовы ли вы перестать терпеть бедность в вашем уме, в вашем сердце и в вашем доме? Потому что в тот момент, когда вы это сделаете, все меняется. Не оглядывайтесь вокруг и не говорите: «Это слишком велико для меня». Вместо этого посмотрите вверх и скажите: «Бог со мной». Потому что я есть. И я не просто шепчу надежду сегодня вечером и объявление войны на каждую ложь, которая пыталась связать тебя. Буря может бушевать, но я создал ветры. Враг может рычать, но я лев Иуды. И я говорю тебе: мир, успокойся. Если что-то в этом слове что-то всколыхнуло в вас, если оно пронзило ваше сердце, напомнило вам о похороненных вами мечтах, подтвердило что-то, что ваша душа уже знала, тогда не упусти этот момент. Нравится это сообщение? Не потому, что мне нужны цифры, а потому, что ваше действие заявляет: «Я принимаю это». Я верю в это. Я утверждаю это. Это простой акт веры. Это ваш первый шаг в смену. Нажмите «Нравится», и пусть это будет вашим свидетельством. Пусть это будет ваш флаг на земле, говорящий: «Это слово мое». Это обещание мое. Этот прорыв мой. И теперь, дитя мое, позволь мне прошептать еще одну вещь, то,
что будет дальше, даст смысл всему, через что ты прошел. Но я открою это только тем, кто останется со мной. Следующий момент в этом сообщении содержит тот самый образ, который раскроет тайну твоей боли. Не двигайся. Не отводи взгляд. Твой наследование разворачивается. Ваш справедливости на горизонте. Ваш избыток восходит, как утреннее солнце, все изменится. Но только если ты будешь продолжать идти со мной. Дитя мое, помнишь ли ты ночи, когда ты плакала в подушку, не в силах объяснить свою скорбь, когда ты чувствовала, что даже твои молитвы затихли? Ты думала, что я далеко. Ты верила, что тебя бросили. Но я была ближе, чем твое дыхание. Я стояла у твоей кровати. Я освещала твой дом. Я считала каждую слезу, ни одной из них не было потрачено впустую. В моменты величайшего отчаяния, когда люди уходили, когда поддержка не оказывалась, когда тебя не понимали, я был единственным, кто оставался. Я не Бог, который бросает своих. Я не отец, который уходит от своих детей в боли. То, что ты считал отказом, на самом деле было уточнение. Я спрятал тебя не для того, чтобы навредить тебе, а чтобы исцелить тебя. В темноте я лепил тебя. В тишине я проверял и очищал тебя, Вера. Я отделял ложное от истинного, хрупкое от вечного, временное от божественного. Ты плакал, потому что не понимал этого. Ты умолял меня объяснить, почему люди предали тебя, почему у тебя отняли вещи, почему каждая дверь, в которую ты стучался, казалась запертой. И вот правда, которую я скрывал до сих пор, эта боль была процесс, не наказание. Эта тишина была лоном большего благословения. Эта задержка не была отрицанием, она была подготовка. Тебя не хоронили, тебя сажали. И теперь твой рожай близко. Позвольте мне напомнить вам о чуде, которое вы, возможно, знаете, но не видели моими глазами. Вы помните Иосифа. Не Иосифа из Назарета, но Иосиф-мечтатель, тот, кого я выбрал, чтобы нести видение, слишком большое для его юности. Я дал ему мечты, яркие, славные видения лидерства, влияния, божественного предназначения. Но что случилось? Его собственные братья презирали его. Они сняли с него одежду, бросили в яму, продали в рабство и позволили своему отцу поверить, что он мертв. И в течение многих лет, годы жизнь Джозефа была полна отвержения, обвинений и ложного заключения, он не сделал ничего плохого, он был верен. Он продолжал верить. Но он страдал. Звучит знакомо. Дитя мое, имей ты когда-нибудь ненавидели за видение, которое я вам дал? Вас когда-нибудь бросали люди, которые должны были вас защищать? Вас лгали, ложно обвиняли, наказывали за правильные поступки. Тогда вы не одиноки. Вы в божественной компании. Вы идете по священному пути, путь Иосифа. Но послушайте, в тюремной камере я был с Иосифом. В доме Потифара я был с ним. Когда никто больше не верил в него, когда виночерпий забыл его, когда время шло без ответа, я никогда оставил его. И в нужное время, точно назначенный час, я вытащил его из темницы за один день и поместил рядом с фараоном. Из узника в князя. Из цепей в власть. Из слез в урожай. Это то, что я собираюсь сделать в твою жизнь. Тот же шаблон. Та же божественная справедливость. Тот же внезапный сдвиг. Ты был верен во тьме. Ты сопротивлялся искушению стать озлобленным. Ты молился сквозь штормы и отказывался проклинать меня. Ты держался, когда твои руки кровоточили. Ты не понимал,
почему ты должен был так много потерять, почему ты должен был чувствовать себя таким одиноким? Но я строил что-то в тебе, что вы еще не могли видеть. Я увеличивал вашу способность нести тяжесть славы. Я укреплял тебя не только для выживания, но и для господства. Я пошлю мой ангелы перед тобой. Они откроют двери, которые никто не может закрыть. Я заставлю замолчать голоса хаоса, которые терзали твой сон и крали твою уверенность. Я закрою пасти львов. Сезон страха, сомнений и эмоционального рабства заканчивается сегодня вечером. Ты не пленник. Ты не неудачник. Ты не ошибка. Ты не забыт. Ты не проклят. Ты мой. Ты выбранный. Ты называется. Ты покрыт именем моим и запечатана моим обещанием. Ты слышишь меня, дитя мое? Это не конец твоей истории, это момент, когда история меняется. Здесь небеса прерывают то, что ад пытался закончить. Здесь я вступаю и переворачиваю страницу. Ты не умрешь в этой пустыне. Ты не утонешь в этой скорби. Ты не повторишь ошибок своего прошлого. Ты не будешь нести проклятие своей родословной. Я, Господь Саваоф, Бог ангельских армий, и я заявляю, я буду бороться за тебя. Но теперь я спрашиваю тебя в самой глубине твоей души, ты веришь мне не только в теории, не только в уме, но и в вашем дух? Ты веришь, что я все еще творю чудеса? Ты веришь, что я забочусь о твоей истории, а не просто истории в Писании? Потому что тот же Бог, который спас Иосифа, который разделил Красное море, который воскресил мертвых, который открыл бесплодные утробы, это Бог, который говорит с вами сейчас. И я не изменился. Ты привык к выживанию. Ты научился справляться с болью. Но я не призвал тебя выживать, я призвал тебя завоевывать. А эта боль, через которую ты прошел, она тебя обучила. Она научила тебя молиться, когда никто не отвечал. Она научила тебя доверять, когда ничего не имело смысла. Она научила тебя отпускать контроль и сдаваться. И теперь ты готов. Не идеально, но готовый. Готовый ко мне бороться за тебя. Готов увидеть, как враг разбегается. Готов увидеть, как падают цепи. Готов вступить в обещание. Позвольте мне задать вам смелый вопрос. Согласились ли вы на меньшее, чем я обещал? Приняли ли вы поражение как свою судьбу? Снизили ли вы свои ожидания, чтобы избежать разочарования? Если так, то это заканчивается сегодня. Вы больше не будете жить ниже своего наследства. Вы больше не будете просить о том, что я уже предопределил быть вашим. Вы больше не позволите страху заглушить вашу веру. Вы были рождены для большего. И теперь я покажу вам, как выглядит мор. Мои ангелы уже движутся. Ты пока этого не видишь, но они окружают твой дом, стоят на границах твоего прорыва, расчищая путь для исполнения моей воли. Ты не одинок в этой битве. Ты не брошен в этой битве. У тебя есть внимание небес, и у тебя есть армия небес. И мое слово не вернется тщетным. Так что идите вперед с новой силой. Идите вперед со свежим видением. Не позволяйте своему прошлому определять вас. Не позволяйте предательству формировать вас. Не позволяйте потере стать вашей личностью. Вы трансформируетесь. Не улучшайтесь, преобразился. Происходит святой сдвиг. Иосиф стал другим в этой тюрьме, не слабее, а мудрее. Не горький, но смелее. И вы тоже. Ваша боль квалифицировала вас. Ваше молчание поставило вас в позицию.
Ваше отвержение было перенаправление. Следующая часть вашей истории не в руках человека, она в руках моей руки. И я не просто пишу лучшую главу, я пишу полную восстановление. Так что оставайтесь со мной. Оставайтесь до конца этого сообщения. Потому что то, что я открою дальше, несет в себе очень ключ к повороту, о котором вы молились. Следующие несколько мгновений принесут стратегии небес. Не пропусти то, что грядет. Потому что, дитя мое, сдвиг уже начался. Дитя мое, все, что я тебе до сих пор показывал, боль, тишина, сокрушительная тяжесть, предательство, все это вело к этому, не просто защита, а освобождение. Я больше не просто укрываю тебя от бури, я приношу тебе вне бури полностью. Цепи, которые ты не смог стряхнуть, уже слабеют. Ложь, которая тебя связала, уже распадается. И теперь я сделаю то, что никто другой не мог сделать для тебя. Я разрушу проклятие, сниму бремя и открою дверь тюрьмы. Тебе не суждено жить в циклах травм. Ты не создан, чтобы вечно выживать, только вы созданы, чтобы ходить свободно. Но для этого свободы, чтобы продержаться, вы должны понять нечто священное, нечто, что мало кто когда-либо постигал. Освобождение – это не просто событие, это трансформация. Я могу спасти тебя в любой момент, но если твой разум не обновится, если твои привычки не изменятся, если твоя вера созревает, вы снова попадете в те же ловушки, от которых я вас избавил. Вы должны сотрудничать со мной сейчас, не только для того, чтобы получить благословение, но и для того, чтобы сохранить его. Я выпускаю новую силу в твою жизнь. Силу ходить в истине. Огонь, чтобы различать обман. Смелость сказать «нет» тому, что когда-то поработило тебя. Ты больше не будешь тратить свои молитвы на людей, которые только истощают твой дух. Ты больше не будешь тратить свое сострадание на манипуляторов, тяжесть поднимается, потому что ваши глаза открываются. Позвольте мне говорить прямо сейчас. Те, кто злоупотреблял вашим доверием, кто обманывал, манипулировал и использовал вас во имя любви, преданности или даже религии, они будут разоблачены. Не потому, что вы их разоблачили, а потому, что и будет. Ты пытался молчать. Ты пытался быть большим человеком. Ты даровал благодать за благодатью, веря, что они изменятся. Но они не раскаялись. Они только обострили свою жестокость в тайне. Но я не слепой. Я наблюдал достаточно долго. Теперь я разоблачу то, что было скрыто во тьме. Свет, который я посылаю, раскрой все, и в этом свете вы обретите ясность, покой и силу двигаться вперед без чувства вины. В твоей жизни приближается священный момент. Божественная пауза, где я попрошу тебя выбрать, свобода или близость, будете ли вы держаться за отношения, которые приносят вам боль, просто потому что они вам знакомы. Или вы шагнете в неизвестность и доверитесь мне, чтобы заполнить пустоту чем-то больше. Будете ли вы цепляться за горяч и оправдывать свой гнев, или вы отпустите его и позволите мне вершить правосудие? Это нелегкий выбор, но он свят. Вы не можете получить свое наследование, если твои руки полны прошлого. Ты не можешь обнять избыток, все еще держась за руки с бедность, эмоционально, умственно или духовно. Позвольте мне спросить вас сейчас, что вы терпели из того, что я никогда не просил вас терпеть? Каким голосам вы позволили формировать вашу личность? На кого вы пытались произвести впечатление, даже если они принижали вашу ценность? И в какую ложь вы поверили о себе? Ложь, насажденную людьми, которые не могли вынести вашего света. Эти вопросы не для того, чтобы навредить вам, они для того, чтобы бесплатно ты. Потому что, мое дитя, у меня есть гораздо больше для тебя. Но ты не сможешь нести то, что я даю, если будешь продолжать ходить с тем, что я уже осудил.
Позвольте мне показать вам контраст, бедность против богатства, не только в деньгах, но и в менталитете. Бедность говорит: «Я не заслуживаю большего». Богатство говорит: «Я дитя царя». Бедность говорит: «Я должна держать токсичных людей рядом, потому что я боюсь остаться одна». Богатство говорит: «Я хожу с Богом, и этого достаточно». Бедность говорит: «Ничто никогда не работает для меня». Богатство говорит: «Все работают вместе для моего блага». Какой голос ты слушал, мое дитя? Потому что один заставит вас застрять, а другой приведет вас в свобода. Здесь трансформация становится вашей ответственностью. Я дам вам власть, но вы должны выбрать путь. Я зажгу свет, но вы должны закрыть двери, которые я выставляю. Я очищу комнату, но вы должны отказаться впускать врага обратно. Я не даю вам временного облегчения, я предлагаю постоянное освобождение. Но ты должен пройти через это. Ты должен хранить свое сердце как сокровище. Ты должен построить новые алтари в своей душе, алтари поклонения, послушания, истины. Есть еще одна вещь, которую вам нужно знать. Многие вокруг вас не поймут, что я делаю в вашей жизни. Они поставят под сомнение вашу смелость. Они будут оскорблены вашим покоем. Они будут напуганы вашим исцелением. Но не позволяйте этому остановить вас, это благословение не должно быть одобрено ими. Вы должны его принять, некоторые скажут, что ты изменился. И они будут правы. Потому что ты должен измениться, чтобы нести то, что я собираюсь выпустить. Ты больше не будешь мягок перед лицом зла. Ты не будешь извиняться за установление границ. Ты не будешь прогибаться только для того, чтобы тебя приняли, ты мой. Ты помазан. Ты высвобождаешься в силу. Теперь послушайте, правда сделает вас свободными. Не только эмоциональная правда, но духовная истина. Правду о том, кем я тебя называю. Правду о том, что я уже победил ради тебя. Правду о судьбе, которую я написал в своей книге для тебя. И когда эта правда укоренится в твоей душе, ты поднимешься, ты перестанешь умолять и начнешь заявлять. Ты перестанешь плакать над закрытыми дверями и начнешь ходить через те, что я открыл. Ты больше не будешь тем, кто вечно исправляет других, ты будешь тем выполнения цели. Но это не может произойти в пассивности. Вы должны отказаться от идеи, что быть духовным означает быть маленьким. Вы должны принять их внутри тебя. Вы должны подняться в авторитете, не высокомерии, а святая уверенность, что ты должен держаться обещаний, которые я дал. Помни, я сказал, справедливость грядет. И справедливость означает, что я верну то, что было украдено. Справедливость означает, что я возвышу то, что было отвергнуто. Справедливость означает, что я оправдаю то, что было оклеветано, и я это сделаю. Поэтому я спрашиваю вас, готовы ли вы перестать сжиматься? Готовы ли вы перестать притворяться, что вас устраивает меньшее, чем то, что я обещал? Готовы ли вы перестать ждать, пока другие подтвердят то, что я уже подтвердил? Тогда сделайте шаг в свет. Пусть огонь истины сожжет все иллюзии. Пусть мой голос станет единственным голосом, которому ты будешь подчиняться. Потому что туда, куда ты направляешься, ты не можешь взять с собой ложь. Куда я тебя посылаю, вы должны ходить в истине, силе и видении. Дитя мое, настал момент твоего становиться. Ты не тот, кем они тебя называли. Ты тот, кто и говорю, что ты есть. И я говорю, что ты благословен. Ты избран. Ты силен. Ты исцелен. Ты богат не только ресурсами, но и мудростью, верой и целью.
И все, что я скрывал до сих пор, я готов к освобождению. Тяжесть поднимается. Свет наступает. Война заканчивается. Вы будете свободны. Оставайтесь рядом сейчас. Потому что в следующее мгновение я объявлю над вашей жизнью то, что от годами пытался заставить его замолчать. То, что я скажу дальше, несет в себе печать небес. Дитя мое, я хочу, чтобы ты осознал эту истину. Я не игнорировал твои трудности, каждую слезу, которую ты пролил в тайне, я записал. Каждую несправедливость, которую ты терпел в тишине, я был свидетелем. Каждое жестокое слово, которое пронзило твое сердце, каждая манипуляция, которая оставила тебя бессильным, я присутствовал. Даже когда казалось, что небеса были тихими, я был глубоко вовлечен. Ты не невидим для меня. Ты никогда не был одинок. Даже на секунду. Тебя не забыли в твоей боли. Тебя не бросили, когда другие ушли. Тебя не забыли, когда возможности прошли мимо тебя. Я был там, в больничной палате. Я был там, когда тебя предали. Я был там, когда ты сидел в своей машине и кричал в ночь, потому что все стало слишком. Я был с вами, и теперь я буду действовать. Тишина нарушается. Буря меняется. Мое правосудие, быстрое и святое, движется от вашего имени. Те, кто насмехался над тобой, увидят, что я сделаю. Не для того, чтобы удовлетворить твою гордость, а для того, чтобы оправдать свою веру. Они считали твою надежду глупой. Они шептали, что ты тратишь время, веря в большее, молясь о чудесах, доверяя мне. Но я покажу им силу моего завета. Я подниму тебя так, что их глаза будут вынуждены свидетельствовать. Это мог быть только Бог. То, что я выпущу над твоей жизнью, заставит замолчать критиков и возвеличит мою славу. Тебе не придется защищать себя, и будет твоей защитой. Я сделаю твою жизнь проявлением моего услуга. Да, одолжение. Да, избыток. Вы вступаете в сезон сверхъестественное обеспечение. Я открою двери, которые заперли люди. Я введу тебя в комнаты, где твое имя уже было произнесено в пользу. Я поместлю твое имя в умы лиц, принимающих решения, королей и странников, которые сейчас движутся, чтобы благословить тебя. Ты увидишь божественные связи, неожиданные повышения, исцеления в местах, которые вы забыли быть сломанными. Это не будет делом усилий, это будет делом благодати. Но выслушайте меня ясно, возлюбленные, это благословение не есть награда за совершенство. Это урожай твоей верности. Ты оставался, когда другие сдавались. Ты молился, когда у тебя не осталось слов. Ты отдавал, когда твои собственные руки были пусты. Ты благословлял других, даже когда сам истекал кровью. И я наблюдал. Небеса наблюдали. И теперь я говорю тебе: хорошо, добрый и верный слуга, теперь пришло время получать. Однако вы должны помнить эту истину, которую многие забывают в момент благословения. Время сбора урожая не наступает немедленно, это объявляется в духе прежде, чем оно появляется в природе. И я говорю прежде, чем посылаю. И я подготавливаю почву прежде, чем пойдет дождь. И я испытываю корни прежде, чем принесу плод. Теперь вы ходите в сезоне между словом и чудом. Не позволяйте этой задержке обескуражить вас. Не воспринимайте ожидания как отрицание. Почва вашей жизни отзывается на семя вашего послушания, что-то уже растет под поверхностью. Вы уже благословлены, не потому, что вы это чувствуете, а потому, что я это заявил, вы уже меняетесь, не потому, что вы это уже видите, а потому, что я говорил на этом языке. Каждый раз, когда вы сопротивлялись сдаче, вы активировали новый слой благосклонности. Каждый раз, когда вы прощали, вы открывали скрытую дверь.
Каждый раз, когда вы выбирали уйти от токсичного, вместо того, чтобы идти на компромисс со своей душой, вы приближались к ваше наследство. Это не было напрасным. Путь был трудным, да, но он был святой. Я что-то делаю уникальный в тебе. Что-то необыкновенный, вы не были избраны, чтобы жить жизнью, как все остальные. Вот почему испытания были необычными. Вот почему война была такой интенсивной. Вот почему задержка казалась невыносимой. Но теперь уникальность вашей боли будет соответствовать уникальности вашего прорыва. Глубина вашей дикой местности будет соответствовать славе Вашигоземля обетованная. То, что я изолью, будет утрясено и переполненной. И ты, мой возлюбленный, больше не будешь гоняться за признанием. Ты больше не будешь просить то, что уже твое. Ты больше не будешь искать любовь в местах, которые истощали тебя. Ибо моя любовь будет насытить вас, моя слава почиет на тебе, как елей. Мой дух будет говорить через тебя огнем. Ты будешь ходить в цель с уверенностью. Вы войдете в богатство без вины. Ты выйдешь в власти со смирением. И ты узнаешь, глубоко в твоих костях, что все это того стоило. Это сезон, в который я принесу полнота. Не просто восстановление утраченных вещей, но и откровение о вещах, о которых вы даже не знали, что они вам нужны. Я дам вам ясность там, где была путаница. Я дам вам смех там, где была печаль. Я дам вам глубокий, исцеляющий сон там, где когда-то были ночи мучений. Ваш разум отдохнет. Ваше тело исцелится. Ваши отношения станут более совершенными. Я окружу вас людьми, которые видят вас, чтят вас, защищают вашу цель и говорят с королем и королевой внутри вас. Вы больше не будете сражаться в одиночку, я посылаю помощь. Вы не только благословлены получить, вам повезло стать таким, ты становишься сосудом, который я могу использовать, чтобы благословлять других. Твоя история становится планом. Твое свидетельство становится оружием. Твои испытания становятся инструментами в руках благодати. И вскоре ты не просто будешь говорить об освобождении, ты будешь нести его. Вы выйдете в место, и атмосфера изменится. Вы откроете рот, и люди почувствуют присутствие Бога. Потому что я истет меча вас. Теперь, дитя мое, остановись и вздохни. Чувствуешь ли ты это? Сдвиг. Тихое подтверждение в твоей душе того, что то, что я говорю, уже начинается. Тот груз, который ты несла годами, он больше не твой. Тот страх, который раньше парализовал тебя, он уже теряет свой голос. Тот стыд, который преследовал тебя по утрам, он больше не имеет власти. Потому что я говорил и что говорю, то исполняю. Что обещаю, то исполняю. Так что начинайте действовать так, как будто это уже сделано. Говорите так, как будто вы уже свободны. Ходите так, как будто вы уже благословлены. Молитесь так, как будто вы знаете, что я уже ответил. Хвалите так, как будто дверь уже открыта. Потому что в духе эта точка благословения уже здесь. Прорыв уже в движении. Наследство уже назначено. Ангелы уже отправлены, вы уже застрахованы. И теперь я спрашиваю вас со всей любовью в моем сердце, примете ли вы это благословение? Будете ли вы ходить в истине того, что я сказал? Позволите ли вы себе поверить, что вы достойны добра? Что ваше сердце имеет значение? Что ваше исцеление имеет значение? Что ваше призвание имеет значение? Освободите ли вы место в своей жизни для сверхъестественное изобилие я собираюсь выпустить? Затем провозгласите это. Не держите это в себе.
Пусть это поднимется из вашего духа и выйдет из ваших уст. Произнесите это, и если это слово коснулось тебя, если оно подтвердило то, что твой дух уже подозревал, если оно пробудило что-то глубоко в тебе, если оно дало язык твоим безмольным молитвам, то я хочу, чтобы вы прямо сейчас прокомментировали: «Я уже благословлен». Я готов принять. Пусть это будет вашим публичным актом веры. Пусть это будет вашим заявлением и раю, и аду. Пусть это будет вашим аминь-слову, которое было только что произнесено. Потому что, дитя мое, ожидание почти закончилось, и скоро, очень скоро, вы скажете с радостью: это стоило каждой секунды. Давайте теперь войдем в этот священный момент, дитя мое, в эту святой паузу между твоим прошлым и твоим обещанием. Это не просто молитва. Это божественная сделка. Я собираюсь положить свою руку на твой дух, и все, что когда-то парализовало тебя, начнет растворяться в моем присутствии. Страх слишком долго окутывал твою грудь. Он держал твои мысли, твои решения, твое видение. Он нашептывал ложь ночью и лишал тебя покоя днем. Но услышь меня сейчас с авторитетом небес за каждым словом. Сегодня я вырву страх из твоей груди, и вы снова будете дышать не только легкими, но и дух. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, воскресшего Льва Иудина, Агнца, который был заклан, я призываю Твой Дух сойти на этого ребенка, который наблюдает, слушает, тянется. Я прошу, чтобы Твой огонь пожрал всякий корень страха, беспокойства, мучения и ложной веры, которые укоренились в их душах. Ты дал им не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. 2 Тимофею 1:7. Пусть эта сила теперь поднимется в них. Пусть голос страха будет заглушен ревом Твоей истины. Пусть их сердце бьется в ритме смелости, а не колебания. Боже, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И как Ты стоял с Иосифом в яме и в тюрьме, я заявляю, что Ты стоишь сейчас со своим ребенком. Подготовка была долгой. Огонь был горячим. Обрезка была болезненной. Но теперь награда приходит не только как внешнее восстановление, но как внутренняя трансформация. Речь идет не только об изменении обстоятельств. Речь идет о изменении души. Измени их, Господи, от наизнанку. Исцели раны, которые они несут, те, которые никто не видит. Предательства, которые задерживаются в их нервной системе. Слова, сказанные людьми, которые должны были любить их, те, которые создали невидимые синяки на их личности. Я говорю Псалом 147:3 над ними сейчас. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует их скорби. Отец, перевяжи каждую рану. Успокой душу божественным маслом. Излей свой бальзам на их разум, их тело, их историю. Где когда-то правила травма, пусть правда царствовать. Господи, обнови их разум. Твое слово говорит в Римлянам 12:2: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего», и поэтому я прошу о полном обновлении сейчас. Искорените все негативные мысли, которые говорят: «Я недостаточно хорош, я никогда не буду свободен, я всегда терплю неудачу, ничего не изменится». Пусть эта ложь будет разоблачена и заменена божественным откровением. Пусть они увидят себя такими, какими Ты их видишь, со страхом и благоговением сотворен, избран, призван и покрыт. Теперь, Господь, я прошу Тебя запечатать эту трансформацию. Пусть она не будет временной. Пусть она не будет только эмоциональной. Пусть она займет корень. Запишите этот день в книгах небес как день начала поворота. Впечатайте его в хронологию своей жизни. Пусть они отметят этот момент и скажут: это день, когда все изменилось. Потому что Ты не просто обещал благословение, Ты обещал готово их за это. Вы не позволили задержке навредить им. Вы позволили задержке укреплять их.
И теперь награда не только в том, что они получат, но и в том, кем они стали. И поэтому я заявляю им: вы войдите смелость, а не страх. Вы войдите ясность, а не путаница. Вы войдите власть, а не паралич. Вы войдите радость, а не тяжесть. Вы войдите целостность, а не фрагменты. Вы войдите правда, а не мучение. Вы войдите цель, не блуждая. И вы будете ходить с полным осознанием того, что Бог Небес идет рядом с тобой. Пусть трансформация будет полной. Пусть благословение будет видимым. Пусть обещание будет исполнено. Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Аминь. Дитя мое, поскольку мы приближаемся к завершению этого священного момента, мне нужно, чтобы ты прижала кое-что к своему сердцу. Ты не такой, как другие, ты не был рожден, чтобы смешаться с толпой. Ты не был избран, чтобы следовать за толпой. Ты не был отделен для посредственности или компромисса. Ты был избран мной, чтобы святитель в мире, который становится темнее с каждым днем. Пока другие гонятся за тем, что популярно, я призвал вас гоняться за тем, что популярно чистой. Пока мир тонет в шуме, я призвал тебя услышать мой шепот. В то время как многие довольствуются временными волнениями, я поместил вечность в твой дух. Вот почему ты всегда чувствовал себя по-другому, потому что ты являются. Есть причина, по которой твое сердце разрывается из-за вещей, которые другие игнорируют. Есть причина, по которой твой дух жаждет мира более глубокого, чем тот, который могут предложить деньги или аплодисменты. Ты всегда нес в себе бремя, которое другие не понимали, и это потому, что ты никогда не был создан для поверхностной системы этого мира. Ты был создан для высшего царства. И это призвание имеет свою цену, но я говорю тебе сейчас, награда за праведность больше любого приходящего удовольствия, кратковременные удобства, за которыми гонятся другие, исчезнут, как пыль, но то, что даю я, пребудет вечно. Да, давление будет расти. Искушения будут становиться громче. Желание вписаться иногда будет казаться непреодолимым. Но помните, те, кого я использую наиболее эффективно, часто ходят одни. Не потому, что я их бросил, а потому, что я притягиваю их ближе. Если вы обнаружите, что идете по узкой дороге, радуйтесь. Если вам кажется, что вас не понимают, радуйтесь. Если послушание заставило вас почувствовать себя изолированным, радуйтесь. Потому что ты идешь со мной. И это ключ. Иди со мной, даже когда дорога тихая. Даже когда тропа крутая. Даже когда никто не аплодирует твоей вере. Иди со мной, когда ты чувствуешь себя сильным, и иди со мной, когда ты чувствуешь, что сдаешься. Я твоя поддержка. Я твой проводник. Я твое убежище. Я твой отец. Вам не нужно бояться неизвестности, потому что я уже там. И что бы ни восстало против тебя, моя рука никогда не оставит тебя. Ваша сила не придет от силы воли. Она придет от поклонения. Ваша ясность не придет от логики. Она придет от слушания моего голоса. Мир, который вы ищете, не будет найден в мире, он возникнет изнутри, когда вы будете отдыхать в моем присутствии. А победа, к которой вы собираетесь прийти, она будет неоспоримой. Не из-за твоего совершенства, но из-за моего обещания. Ты был очищен. Ты был подготовлен. И теперь начинается новая история. Пусть старые главы закроются. Пусть стыд падет, как цепи, на землю. Пусть смятение, которое затуманило ваш разум, будет поднято, как вуаль. Это не просто конец видео, это начало божественного поворота. Ветра меняются.
Небеса открыты, и твое послушание достигло меня. Это было не просто сообщение. Это было сталкиваться. Это был момент, когда я напомнил вам, что ваша жизнь по-прежнему имеет значение, ваше призвание по-прежнему живо, и ваш урожай еще впереди. Так что не забывайте этот момент. Возвращайтесь к нему, когда почувствуете слабость. Возвращайтесь к нему, когда мир попытается утащить вас. Пусть эти слова станут вашим компасом в шторм, вашим якорем в потопе, вашим напоминанием о том, что я все еще говорю, и я говорю тебе. Ты не случайный. Ты не потерян. Ты не зашел слишком далеко. Ты мой. И ничто, ни время, ни неудача, ни предательство не может отменить то, что я предназначил для твоей жизни. Теперь я спрашиваю вас, это слово было для вас. Если это что-то пробудило в вашем сердце, если это принесло мир, если это вызвало слезы, если это принесло подтверждение, тогда пусть ваша вера говорит, комментарий ниже: «Я пойду с тобой, Боже». Моя новая история начинается сейчас. Не позволяйте этому пройти в тишине. Отметьте момент. Смело заявляйте об этом. Небеса наблюдают. И ваш голос имеет значение. Пусть это будет вашим шагом. Согласие. Пусть это будет вашим актом послушания. И если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот канал, потому что это только начало. Каждое сообщение, каждое слово из этого места – часть путешествия. Божественная серия, написанная рукой Отца для таких сердец, как ваши, сердец, жаждущих истины, силы, исцеления, судьбы. И я обещаю вам, что на следующем сеансе я проведу вас еще глубже. Мы не просто откроем прорыв, мы поддерживаете это. Мы перейдем от выживания к переполнению. И я покажу вам, как жить не просто в чудесах, но и в вечная милость. Ты сейчас вступил во что-то святое. Не возвращайся. Позвольте мне оставить вас с этим. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, Римлянам 8 часов 18 минут. Каждая жертва, каждая одинокая ночь, каждый момент послушания – все это не было напрасным. Это была цена вечная слава, и теперь эта слава начинает расти в вас. Оставайся со мной, дитя мое. История не заканчивается, она только начинается.